привет! В сегодняшнем видео я открываю цикл видео про настройку моего автомобиля. Я отказался от стокового блока управления, приобрел специальный программированный мозг, так называемый спортивный мозг, если хотите. Бренд этот называется ECO Master модель Black. Приобрел я этот блок управления именно для того, чтобы, скажем так, получить более широкие возможности настройки моего двигателя. Хочу сразу сказать, что делаю я это в первый раз, я не являюсь каким-либо настройщиком, то есть все это я буду делать в первый раз, все это дело буду изучать и пытаться как-то своими знаниями поделиться с вами посредством моих видосиков на моем канале. Поэтому подпишитесь, если еще этого не сделали. Безусловно, я до конца еще не осознаю, с чем я столкнусь в будущем, сколько подводных камней там кроется и всего этого подобного. И я даже не исключаю, что вполне возможно, что мне придется обратиться к профессионалу, чтобы он, скажем так, доделал то, что я не смогу сделать я. Но это, скажем так, крайний случай, самый такой дорогой и случай, которого я хотел бы, наверное, избежать. Поэтому предлагаю незамедлительно начать. В сегодняшней серии никакой настройки не будет. Сегодняшняя серия носит такой чисто ознакомительный характер. Настройка вообще это финальная стадия, к которой приступают только когда уже по механике автомобиль полностью готов. И тогда уже происходит именно настройка. Сейчас у меня автомобиль все еще находится в сборе. Получается, моторная коса у меня уже есть. Я ее изготавливал полностью сам, с нуля. Стоковая коса в этом деле вообще никак не подходит. Пришлось полностью изготовить моторную косу с нуля. В принципе, если кому-то интересно, я мог бы про это дело рассказать. Опять-таки, я не являюсь в этом деле профессионалом. И все, что я здесь говорю, это все, что я узнал на данный конкретный момент и пытаюсь этим с вами поделиться. Я точно буду ошибаться. Главное потом вовремя свои ошибки осознать и сделать соответствующие выводы. Поэтому, если вы смотрите, если вы там что-то понимаете, если, может быть, вы профессионал, и если вам есть чем со мной поделиться, смело пишите в комментариях вообще, что нам нужно для, скажем так, для настройки нашего гоночного болида. Что вообще нам потребуется? Прежде всего, нам, естественно, потребуется сам блок управления. Он у меня уже есть, он установлен. Моторная коса, соответственно, тоже подключена. Почти все датчики, жизненно важные, кроме одного, установлены и подключены. Питание на блок управления тоже приходит от аккумулятора. Датакабель тоже в наличии, подключен. Дальше, что нам нужно будет еще обязательно, это ноутбук. Конечно, можно использовать и персональный компьютер, но в данном случае ноутбук является, скажем так, практически без вариантов, потому что он мобильный. То есть ты можешь сесть в машину, взять его с собой на покатушке настройки и всегда в любой момент подключиться и внести необходимые корректировки, либо посмотреть параметры. С персональным компьютером, естественно, такого не сделать. Поэтому ноутбук, блок управления и, конечно же, софт. Вообще, когда вы покупаете подобный блок управления, приходит он приблизительно вот в такой вот упаковке, наверное, да, ну, в зависимости от моделей. Здесь идут необходимый минимум запчастей, как правило, это просто сами разъемы, не распинованные разъемы, которые нужно будет непосредственно уже пиновать. Это мои, скажем так, не использованы, потому что основную часть я уже использовал. Также идут некоторое количество резисторов, которые тоже необходимы для работы с таким блоком управления. Они используются для подключения датчиков измерительных всевозможных. Дальше идет такая схема распиновки. Тоже, кстати, очень важная вещь. Дальше визиточка такая вот с QR-кодом. Отсканировав данный QR-код, вы попадаете на официальный сайт ECO Master. И вот тут начинается самое интересное. Изначально ECO Master является польским брендом. Сайт у него, естественно, самый простой ecomaster.com. И видим основные продукты и все тому подобное. Нас больше всего в данном случае интересует вкладка загрузки. И здесь мы видим всевозможные калибровки, софт на каждый продукт и инструкции.
Все это нам необходимо, то есть без этого вообще никуда. Но вот тут начинается основной, скажем так, затык. Дело в том, что хотя EQ Master является и польским брендом, сам основной центр сейчас переехал в Америку. Почему именно в Америку? Мир, скажем так, автомобильного тюнинга, особенно спортивного, сконцентрирован, ну я бы так, наверное, сказал, в двух основных местах на нашей планете. Америка и, наверное, Австралия и Новая Зеландия. Судя по всему, офис из Польши переехал уже в Америку, и вот польское отделение, оно либо вообще сейчас не живет, либо на него все просто забили. Поэтому ни софт, ни мануалы, ни какие-то калибровочные карты, которые, в принципе, можно было бы найти на этом сайте, на eqmaster.com, именно актуальных новых версий вы там не найдете. То есть всегда лучше использовать последняя версия обновленного софта. Поэтому, если вам нужен последняя версия софта, то нужно зайти именно на американский сайт eqmaster. В общем-то, в поисковике так и набираем eqmaster, только USA на сайте. Находим также вклад загрузки, то есть download. И вот здесь уже можно найти и самые последние версии всего софта. Есть некоторые калибровочные карты, мануалы, то есть инструкции, без которых нам вообще никак не обойтись. Да, естественно, все инструкции на английском языке, на русском языке ни одного бренда вы не найдете. Оригинально весь софт, все инструкции пишутся всегда на английском языке. Поэтому, если вы хотите этим заниматься, без английского языка, уж извините, тут никуда. Итак, мы зашли на вкладку загрузки, заходим вот в эту вот вкладку eqmaster.com.tv. Здесь уже находим самые последние необходимые нам версии всего софта, которые нам необходимы. То есть, допустим, находим последняя версия софта на eqmaster Black. Нажимаем кнопочку Install, то есть скачиваем его. Потом нам, конечно же, необходимы будут инструкции, то есть мануал. Скачали, установили. Здесь прямо вот совсем ума много не надо, с этим справится, как говорится, любой школьник. Что мы делаем дальше? Включаем зажигание, подалось питание на блок управления, сейчас он у меня работает. Запускаю софт, и вот вижу вот это вот все безобразие. Софт, окей, софт у нас есть. Что нам нужно еще? Безусловно, нам нужен, конечно же, сама инструкция. То есть без инструкции вообще никуда, никак. Хотя есть вкладка, скажем так, помощи, которая в себе, в общем-то, содержит по каждому разделу ту же самую инструкцию. То есть, допустим, смотрите, к примеру, сейчас зайдем в любую вкладку. Ну, давайте, вот аналог inputs. Итак, вот мы что-то тут нашли, видим, что-то тут написано, аналог input 1, 6. Но здесь есть вкладка, допустим, help. Нажимаем ее, и нам сразу же выпадает описание, что такое аналоговый inputs, бла-бла-бла, из чего, скажем так, они состоят, что это такое, с чем это едят. Естественно, все на английском языке. Читаем и пытаемся понять, что же это такое. По некоторым пунктам есть еще также дополнительные схемы. То есть, в принципе, вполне информативно. Если бы мы использовали, скажем так, другой блок управления, допустим, Link, то у Link, в принципе, нет вообще инструкции в каком-то там бумажном виде. Ну, по крайней мере, я не находил. Хотя я тоже так немножко изучал, смотрел. Так вот, в Link вся инструкция находится только вот именно во вкладке Help, то есть помощь. То есть все находишь, читаешь там. Скажу честно, у меня есть софт и на Link, и на eqmaster, потому что и там написано одно и то же, со своей спецификой, конечно, но где-то более понятно написано, допустим, ну, по тем же, допустим, аналоговым входам, да, где-то более подробно и понятно написано в линке, где-то более подробно та же тема описана, допустим, в eqmaster, или, допустим, там, в инструкциях там, у Матека. Все это, скажем так, я использую, все это у меня есть, и все это я, скажем так, пытаюсь подчеркнуть из всех возможных источников. Теперь, что же нам понадобится еще? Вообще, чтобы заниматься настройкой, не обязательно быть механиком, это не обязательно уметь крутить гайки, стучать молотком, но знание принципов и устройства работы двигателя в целом и всех его систем и агрегатов силовых тут необходимо. Без этого вообще никуда.
Также необходимо знать, скажем так, основы электрики. Понимание, что такое напряжение, что такое ток, в чем оно измеряется. Основные, допустим, понятия. Допустим, закон Ома, закон Кирхгофа. Без этого, без знания и понимания, прежде всего понимания, в этом деле тоже, в принципе, никуда. То есть для чего все вот это нам нужно? Блок управления вообще сам по себе электронный прибор, построенный на базе микропроцессоров. И работает он только с электрическими сигналами и электрическими показаниями. Напряжение, ток, сопротивление. Потом знать, какие основные процессы происходят при работе двигателя. То есть это прежде всего самый основной процесс, это горение. То есть за счет чего, как протекает это горение, при каких условиях, стихиометрия и еще много-много-много параметров, которые всегда нужно иметь в виду и нужно их понимать. Я сейчас вам задам элементарный вопрос, а вы, если хотите, для себя ответьте. На чем работает двигатель внутреннего сгорания? Возьмите любой, бензиновый, дизельный, на чем он работает. А чуть попозже я вам отвечу, на чем он на самом деле работает. Устройство, принцип работы двигателя тоже, вот без этого совсем никуда. Датчики. То есть что вообще такое датчики, какие датчики бывают? Блок управления — это электронный прибор на базе микропроцессоров, который может видеть только электрические параметры. Так вот, он не может видеть давление, температуру, так как это видим, допустим, с вами мы, и как это чувствуем мы. Чтобы этот блок управления мог видеть эти параметры, и существуют датчики. Они все вот эти параметры конвертируют в эквивалентные электрические параметры. Как правило, это напряжение. Следующая группа, скажем так, приборов и узлов, которые жизненно важны также для двигателей всех его систем, так называемые актуаторы, которыми управляет именно блок управления. Всевозможные клапана, форсунки, катушки зажигания. Ими управляет блок управления, непосредственно подавая управляющий сигнал на данные актуаторы. И тем самым на свече зажигания вырабатывается искра катушкой зажигания. Форсунка впрыскивает именно необходимое количество топлива, а не столько, сколько получится. Любой настройщик, который занимается настройкой автомобилей, все это прекрасно знает и понимает. Если мы покупаем двигатель со стоковым блоком управления, там это все прописано. И наша задача только главное правильно все это подключить. И в принципе наш двигатель полностью уже готов к работе, и только запускай, как говорится, и юзай его. Но стоковый двигатель будет работать только в тех параметрах, которые он запрограммирован. Если мы хотим чего-то большего, то тут у нас практически нету вариантов на это как-то дело повлиять. Стоковый мозг и стоковая система управления нам не всегда подходит, если мы хотим от нашего двигателя что-то там вот такого сверхъестественного, максимально возможного, что от него можно в принципе получить. Для этого и существуют именно все вот эти блоки управления. Все дело в правильной, прежде всего, настройке под определенные задачи. То есть задача, есть средства, и средства должны быть адекватны нашей задаче. То есть когда у нас все вот это вот есть, у нас есть софт, у нас есть готовый двигатель, у нас есть блок управления, обвязан с датчиками. Начинается самое интересное и самое, что ни на есть, так называемая магия. То самое волшебство, которое делают именно настройщики. Прежде чем заставить работать весь организм, а организм — это автомобиль и двигатель в целом, нужно настроить каждый узел, каждый элемент по отдельности. То есть это откалибровать все датчики, запрограммировать все те алгоритмы, которые будут управлять нашим двигателем, прописать все карты, топливные карты, карты углов зажигания, все вот эти вот таблицы, параметры по нашему двигателю, и уже непосредственно после этого можно оживлять наш, скажем так, двигатель. Если вот вы хотите прям вот научиться этому, куда же идти и где учиться? Тут, конечно, самый печальный параграф моего повествования, потому что фактически у нас в России, по крайней мере, этим точно никто не обучает. Значит, на Ютубе особо тоже этому никто не обучает. Справедливости ради, надо сказать, что такие крупные бренды, допустим, как Motec, Link и еще один-два бренда, которые в рекламных целях
выпускают некоторые обучающие видео у себя в социальных сетях, ну, прежде всего на YouTube-канале, у себя на сайте, где они так в общих чертах, но все-таки рассказывают про то, как достигать своих целей при помощи их продукции. То есть, в принципе, оттуда знания можно подчерпнуть. Дальше есть, скажем так, обучающие фирмы, которые именно обучают именно тюнингу, там, настройки и всему тому подобное. Одна из них довольно известная, это High Performance Академия. Это новозеландская фирма, которая занимается только вот именно обучением. Ну, они также и тюнингом занимаются. У них есть курсы там от постройки, потом до электрики и до непосредственной настройки. То есть они давно этим занимаются, у них довольно обширная база знаний. Про американские, скажем так, ресурсы я не знаю, но тоже есть. В Европе есть несколько обучающих центров, но все это стоит денег. И, как правило, знаете, немало. То есть, если даже мы возьмем ту же самую академию, HP Академия, то есть у них все это обучение разделено на блоки, там, допустим, там спортивная проводка, там на несколько уровней разбито. Каждый курс ты покупаешь отдельно по настройке там таких-то двигателей, там один курс, там по настройке таких-то двигателей, там другой курс, и все это стоит денег. Еще один минус, то что все это на английском языке. То есть нужно знать английский язык. Вот опять без английского языка никуда. Та же история с европейскими, скажем так, курсами. Все это стоит приличных денег. Английский язык просто обязательно, без этого никак. На русском никто вас не будет учить. High Performance Академию они только онлайн обучают. Но даже не это проблема. То есть ни язык, ни деньги, не это самая главная проблема. Дело в том, что какой бы ни был информативный и грамотно построенный обучающий курс, он все равно не даст вам все. То есть, в принципе, все эти обучающие курсы так или иначе должны дать вам только одно – толчок, базовое знание о вот этой теме. А дальше уже на основе вот этих базовых знаний вы должны продолжать обучаться сами. То есть здесь вас никто никогда не научит всему. Вообще в любом деле всегда всему придется обучаться самому. Вообще идеальный вариант — это пойти под мастерьем к какому-то настройщику и там несколько месяцев, там, либо несколько лет под его чутким руководством обучаться этому делу. Но, во-первых, не каждый возьмет вас к себе. Не факт, что это, скажем так, со временем окупится. То есть можно на тебя потратить год-два обучения, а ты потом обучился и ушел от них. Как бы они потратили на тебя силы, время. То есть вот такой вот основной затык. Поэтому помимо всего, что вот я вам сказал, что знание английского языка, механики, физики, устройства работы двигателей внутреннего сгорания необходимо. Ну и естественно, единственный вариант — обучаться самому. То есть нужно настроиться на это. То есть никто вас не научит. То есть все придется учить самому. Даже если вы будете подмастерьем у кого-то, вы все равно должны все это изучать, учить сами. Все вот эти вот настройщики, которые сейчас работают, учились сами. Даже если они какие-то курсы оканчивали. Ну что, наверное, на этом стоит уже, как говорится, серию заканчивать. Я уже достаточно много наболтал. Надеюсь, было хоть капельку интересно. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и комментарий. Комментарии очень приветствуются. Они помогают именно в раскрутке видео. Ах, ну да. Вы думали, что я забыл вам дать ответ на тот вопрос, который я задавал в начале видео. На чем же работает двигатель внутреннего сгорания? Двигатель внутреннего сгорания работает на воздухе. Удивлены? В дальнейшем я объясню вам, почему именно двигатель работает на воздухе, не на топливе и не на топливно-воздушной смеси. Более правильный вариант в нашем случае это будет работа именно на воздухе. В дальнейшем, в последующих видео вы поймете, что именно вот это вот правило, вот этот закон и поможет нам в настройке работы нашего двигателя. Запомните, двигатель внутреннего сгорания работает на воздухе. Ну а теперь пока.